доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале, а также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц. Я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы уже работали, и с новым узорчиком. Напоминаю, вы берете свою пряжу, какая у вас есть. Узор все универсальный, поэтому пробуйте вязать из любой пряжи. Главное правильно подобрать крючок, чтобы у вас все получилось. Ну а я в свою очередь рассказываю о ниточках, с которыми сегодня работаю. Смотрите, особенно новички, кто еще не работал с данными ниточками. Называются они Alize, Angora, Gold. Идем дальше. В моточке в 100 граммах 550 метров. Здесь получается по составу ниточка это 80% акрил, 20% шерсть. И нам советует производитель, берите крючок от двойки до четверки, ну, в зависимости от вашей плотности вязания, в зависимости от эффекта, какой хотите сделать. То есть более рыхлый воздушный узор, либо более плотный. Сразу же, пока не забыла, назову вам цвет ниточек. 462 на камеру передаются ярче. Это точно, потому что так они поспокойнее. Я, смотрите, беру крючок номер 3, потому что я данную пряжу вязала крючком номер 3. Меня, в принципе, все устроило. Вот, и сегодня буду вязать данным крючком. Вы точно так же прочитали аннотацию к своей пряже, прочитали, какой вам советует крючок, подобрали под свою плотность вязания, и у вас все получится. Ну что, свяжем? Так, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 12 петелек. Ну, чтобы показать всю прелесть узорчика, я наберу 3 раппорта, это будет 36 воздушных петелек, и одну воздушную петельку дополнительно, чтобы узорчик красиво, ровно закончился. Получается, это будет 37 воздушных петелек. Ну, а вы, в свою очередь, набираете, сколько вам будет удобно. Итак, для начала петелька фиксации, все как всегда. Ее при наборе петелек мы не считаем, а теперь я набираю 37 воздушных петелек. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Вот мой будущий образец. Далее, как в многих узорчиках, давайте и здесь сделаем вспомогательный ряд, особенно новички, чтобы в воздушных петельках вы не запутались, когда начнете вязать узорчик. Ну, а в столбиках, которые мы сейчас провяжем, вы точно не запутаетесь. Итак, 3 петельки подъема. Раз, два, три. Далее отсчитываем от крючка пятую петельку. Раз, два, три, четыре, пять. Накид. В пятую петельку нырнули, вытянули ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Вот наш столбик с накидом. Накид. В следующую петельку ныряем, вытягиваем ниточку и точно так же провязываем по 2 петельки. И в следующую, и во все последующие провязываем вот так вот столбики с накидом. Сами себя контролируйте. Количество столбиков должно равняться количеству петелек в цепочке. То есть у меня в цепочке 37 воздушных петелек, значит столбиков должно быть 37. То есть ничего сложного. А вы в свою очередь себя контролируете. У вас может быть больше, меньше, в зависимости от количества петелек. Не забывайте, что вот первые 3 петельки подъема, которые мы набрали, да, это имитация столбика, считаем за столбик. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 столбиков я уже провязала. Давайте самостоятельно до конца ряда, а в конце ряда встретимся. Договорились? Давайте, несложно, у вас получится. Так, смотрите, вот провязали наши столбики, все ровненько, аккуратненько. Теперь приступаем к узорчику. Для начала воздушная петелька, поворот. И сюда же, в этот же столбик, провязываем столбик без накида. Есть. Далее накид. Пропускаем 2 столбика. Раз, два. В третий столбик нырнули. И провязываем столбик с накидом. Раз. Сюда же столбик с накидом. 2. 2 воздушные петельки. Раз, два. И опять сюда же возвращаемся и провязываем столбик с накидом. Раз. Столбик с накидом. 2. Вот такой вот интересный у нас маленький веерочек получается. Далее присоединяем веерочек, пропускаем 2 столбика. Раз, два. В третий присоединились, провязали столбик без накида. Все, присоединили веерочек. Дальше будет повторение. Накид. 2 столбика пропустили, в третий нырнули, провязали столбик с накидом. Раз. Столбик с накидом 2. 2 воздушные петельки. Раз, два. Опять сюда же вернулись, провязали столбик с накидом. Раз. Столбик с накидом 2. 2 столбика опять пропускаем. Раз, два. В третий ныряем, провязываем столбик
без накида. Вот, видите, какая картина? И вот так вот мы вяжем до конца ряда наши веерочки. Веерочек, 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 веерочек. И в конце ряда я вас встречу. Договорились? Давайте, несложно, у вас получится. Давайте самостоятельно, до конца ряда. Так, смотрите, вот наши веерочки. Провязали мы практически до конца. Хочу показать, как мы заканчиваем ряд. После последнего веерочка у нас остается вот 2 столбика, мы их пропускаем. Раз, два. И вот 3 петельки подъема, в третью петельку нырнули и провязали столбик без накида. Все, ряд наш закончен. Далее, смотрите, делаем 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот, накид. Сюда же, в этот же столбик вернулись и провязали еще 2 столбика с накидом. Раз, и сюда же 2. Дальше, смотрите, ныряем вот в эту нашу арочку от веерочка, видите, нырнули, провязали столбик без накида. А теперь будьте внимательны, смотрите, что мы делаем. Мы делаем 3 воздушные петельки, раз, два, три, далее накид, нырнули в эту же арочку, вытянули ниточку, раз, накид, вытянули ниточку, 2, накид, вытянули ниточку, 3. Держим на крючке. Далее, смотрите, накид. Ныряем, вот, переключаемся на наш столбик без накидов между веерочками. Вот, в столбик нырнули, вытянули ниточку, раз, накид. Сюда же ныряем, вытянули ниточку, 2, накид. Сюда же нырнули, 3, накид. Сюда же нырнули, 4. И вот теперь только мы провязываем все петельки вместе. Оп, полностью вместе. И обязательно зафиксировать, чтобы они у нас никуда не распались. Так, первоначальная картина вот такая. Дальше идем. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Накид. Ныряем вот в сердцевинку, которую мы только что сделали. Нырнули, вытягиваем ниточку. Раз. Накид. Сюда же нырнули 2. Накид. Сюда же нырнули 3. Угу. Теперь все вместе провязали и зафиксировали. И вот эту вот, получается, верхушечку, да, нашего пышного столбика присоединяем к верхушке следующего веерочка столбиком без накида. Как вам? То есть у нас получается начало нашего цветочка. Идем дальше. Как только мы провязали столбик без накида, делаем накид, переключаемся вот на наш столбик без накида предыдущего ряда и провязываем веерочек. Столбик с накидом раз. Сюда же провязываем столбик с накидом 2, 2 воздушные петельки, опять вернулись сюда же, столбик с накидом 1 и столбик с накидом 2. Вот, точно такой же веерочек, как в самом низу мы провязывали. Теперь мы должны будем с вами присоединить веерочек данный вот в следующую арочку следующего нашего, получается, веерочка. Оп, столбик без накида. И теперь делаем точно такие же 3 лепесточка нашего цветочка. Итак, 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Накид. Ныряем в арочку. Раз, два, три. То есть четвертая петелька — это наши 3 петельки подъема. Поняли, да? Дальше накид. Ныряем вот в столбик без накида. Раз, два, три, 4. Провязали все вместе, все полностью до последней петельки и зафиксировали. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Накид. Ныряем вот в эту сердцевинку. Раз, два, три. Все вместе провязали, зафиксировали. И этот лепесточек присоединяем к следующему, получается, арочке следующего веерочка. Поняли? Вот наши будущие цветочки. Все, и вот так вот шагаете до конца ряда. То есть у вас лепесточки, веерочек, лепесточки, веерочек, лепесточки, веерочек, лепесточки, веерочек. А в конце ряда я вас встречу. Договорились? Давайте. У вас получится. Если что, перематывайте чуть-чуть назад. Угу. Так, смотрите, вот мы провязали наши цветочки практически до конца ряда. Как мы заканчиваем ряд? Точно так же, как и начинали. Получается пол веерочка. Вот наш столбик без накида предыдущего ряда. Мы в него нырнули, провязываем столбик с накидом 1. Сюда же ныряем столбик с накидом 2. Ну и получается как будто как кромочный столбик 3. Все, ряд наш закончен. Далее смотрите, воздушная петелька, поворот. Верхушку этого же столбика провязываем столбик без накида. А теперь смотрите, 2 воздушные петельки. Раз,
2. И как бы мы вот так вот закрепляем пальцем, да, вот именно эти воздушные петельки. Потому что следующие петельки, смотрите, раз, два, три, накид. Возвращаемся к самой первой петельке. Так, вот. Вытягиваем ниточку. Раз, накид сюда же. 2, накид сюда же. 3. Все вместе провязали и зафиксировали наш лепесточек. Куда мы присоединяем лепесточек? Смотрите, вот. Идем в сердцевинку наших лепесточков. Вот он. Хоп. И соединительной петелькой. Хоп. Так, еще один лепесточек готов. Далее, смотрите, 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Возвращаемся сюда же, в сердцевинку. Раз, два, три. Все вместе провязали, зафиксировали. И смотрите, чтобы нам перепрыгнуть дальше, вот на наш, получается, веерочек, делаем опять 2 воздушные петельки. Раз, два. И присоединяемся в арочку нашего, получается, веерочка. Провязываем столбик без накида. Видите? Вот такая картина должна получиться. Опять делаем 2 воздушные петельки. Раз, два. Пальчиком зажали. Дальше 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Накид. Вернулись к первой петельке. Раз, накид. Сюда же. Сейчас, секундочку, аккуратненько возьму. 2, накид. 3. Все вместе провязали, зафиксировали. И идем в сердцевинку нашего цветочка. Оп. Присоединились столбиком соединительным. Хоп. Далее, смотрите. Опять 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Накид. Сюда же ныряем. Раз. Вытянули ниточку. 2. Вытянули ниточку. 3. Все вместе провязали, зафиксировали. 2 воздушные петельки. Раз, два. И присоединяемся к веерочку. Поняли, да? И так вот шагаете, провязываете по 2 лепесточка. Вот, по 2 лепесточка. Провязывайте до конца ряда. Присоединяетесь, получается, столбиком вот к веерочку. Несложно. Думаю, несложно. Если что, перематывайте чуть-чуть назад. Давайте до конца ряда самостоятельно. Я вас там встречаю. Так, смотрите, вот мы провязали наши по 2 лепесточка до конца ряда. Как мы заканчиваем ряд? Точно так же. После последнего лепесточка сделали 2 воздушные петельки. И вот у нас последний столбик. Помните, мы здесь сделали 3 столбика. Вот, в третью петельку мы подъема нырнули и провязали столбик без накида. Все, наш ряд закончен. Далее, смотрите, 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Поворот. Накид. Нырнули сюда же, провязали столбик с накидом. Накид. Нырнули сюда же, провязали столбик с накидом. Итого получается у нас опять как бы 3 столбика, да, имитация столбика и 2 столбика с накидом. Так вот, смотрите, присоединяемся вот к верхушке нашего лепесточка. Вот, присоединились столбиком без накида. Далее 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И делаем последний лепесточек. Опять же, ныряем в сердцевинку нашего цветочка. Итак, нырнули в сердцевинку, вытянули ниточку, потянули раз, чтобы все лепесточки были одинакового размера. Нырнули 2, накид нырнули 3, накид нырнули 4. Все вместе опять провязали, зафиксировали. Все, вот он наш цветочек. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Опять присоединяемся к верхушке нашего цветочка, лепесточка вернее, да, вот он, верхушка лепесточка, и провязываем столбик без накида. Далее накид. Вот у нас идет столбик без накида предыдущего ряда. Мы в него нырнули, провязали веерочек. Столбик с накидом раз, столбик с накидом 2, 2 воздушные петельки. Раз, два. И обратно сюда же возвращаемся. Столбик с накидом раз, столбик с накидом 2. Все, видите? И дальше идет повторение. То есть опять присоединяемся к верхушке нашего лепесточка. Так, присоединяемся столбиком без накида. Оп. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Накид. Ныряем опять в сердцевинку нашего цветочка. Вытягиваем ниточку. Раз, сюда же. 2, сюда же. 3, сюда же. 4. Все вместе. Провязали, зафиксировали. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Опять присоединились к нашему лепесточку, к верхушке, да? И аккуратненько провязали столбик без накида. Угу. Вот наши лепесточки. И опять присоединяемся к веерочку. Раз столбик с накидом.
2 столбик с накидом, воздушные петельки. И опять сюда же раз столбик с накидом, 2 столбик с накидом. Угу. И вот так вот шагаете до конца ряда. Все, давайте. В конце ряда я вас встречу. Так, смотрите, провязали мы наши лепесточки, полностью сформировали цветочки. И делаем накид. И в последний столбик без накида провязываем опять наши 3 столбика с накидом. То есть как бы пол веерочка. Раз, два. И третий как бы как кромочный. 3. Все, наш ряд закончен. Далее смотрите, воздушная петелька, поворот. Сюда же верхушку этого столбика нырнули столбиком без накида. Теперь смотрите, делаем накид. Вот у нас получается столбик без накида предыдущего ряда. Мы в него делаем веерочек. Столбик с накидом раз, столбик с накидом 2, 2 воздушные петельки, раз, 2. И сюда же опять вернулись, столбик с накидом раз, столбик с накидом 2. Веерочек. Веерочек присоединяем, смотрите, к верхушке вот нашего последнего пышного столбика. Оп, столбиком без накида опять. Раз. Накид. Опять наш столбик без накида предыдущего ряда. Провязываем столбик с накидом раз, веерочек делаем. Столбик с накидом 2. 2 воздушные петельки. И вернулись сюда же, столбик с накидом раз, столбик с накидом 2. Опять присоединили, получается, наш веерочек. Вот, теперь уже к верхушке нашей арочки. Оп, и так далее. И шагаете вот так вот веерочками. Веерочками шагаете, шагаете, шагаете. И мы, если внимательно посмотрите, будем, получается, повторять самый-самый первый ряд. Поняли? Самый-самый первый ряд у нас был веерочками. Все, давайте до конца ряда, и в конце ряда я вас встречу. Так, смотрите, вот мы провязали наши веерочки, так скажем, подготовили, да, для следующих цветочков. Вот наш первый ряд. Вот. Дальше мы будем провязывать с вами цветочек, то есть вот 3 наших пышных столбика. Следующий ряд у нас будет 2 пышных столбика. Следующий ряд у нас будет 1 пышный столбик. Поняли, да? Веерочки раз, 3 лепесточка второй ряд, 2 лепесточка третий ряд и 1 лепесточек четвертый ряд. Дальше опять повторяйте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Поняли? Вот. И узорчик у вас получается, состоящий из цветочков, которые будут находиться друг над дружкой. Я здесь вам приложу схемку. Схемка немножко мутновата, но какая есть. Но я думаю, что мы уже с вами все провязали, вы поймете, то есть вы сможете себя по схемке проконтролировать. Это те, кто умеет вязать по схемкам. Кто не умеет, обязательно посмотрите. Мы уже все провязали, вы поймете, где столбики, где воздушные петельки, как провязываются лепесточки, и вам ничего сложного не будет. Давайте, схемка перед вами. Провяжем, получается, несколько рядочков, увеличим наш образец. Встречаемся через несколько рядочков. Договорились? Давайте. Так, смотрите, вот я провязала еще несколько рядочков. Вот такие у меня получаются цветочки. Узорчик получается двусторонний. Выбирайте любую сторону, такая у вас будет лицевая. Вот так в моем случае тянется из моих ниточек. Пробуйте из своих ниточек. Можно и применять и летние, да, то есть в топиках, в маечках, демисезонные, шарфики, снудики, кофточки, кардиганчики. Ну да, такие декоративные кофточки, кардиганчики, потому что, видите, дырочки есть. Ну, естественно ж, зимнюю пряжу берите обязательно, пробуйте, это снуды будут, шарфики тоже классные. Как вам? Давайте замерим нашу красоту. Получается, я сегодня набирала аж 37 воздушных петелек. Если это же пряжа, этот же крючок, это же плотность вязания, ну, допустим, да, то получается, вот в моем случае, ну, практически, смотрите, 17 сантиметров, да, 16,5 точно. Вот. И тут получается, мы сказали, что каждый цветочек это 4 ряда, да, то есть получается здесь у меня 12 рядочков, и я уже начала веерочки для следующего ряда 15 и наборный 16. Так, посмотрим, сколько же это будет. Вот, смотрите, 12 сантиметров, да. Здорово, здорово. Пока вязала, думала, может быть, сделать цветочки другим цветом. То есть ряд цветочками, да, вот так вот запускать, он будет другим цветом. Либо потом веерочки, когда подготавливаем, да, ряд будет другим цветом. То есть можно придумать все, что угодно. И меланжевая ниточка, и, может быть, секционная пряжа. Почему бы нет? Очень интересно будет смотреться в палантине, да. Возможно, это будет интересная накидочка, накидушечка, да. Может быть, тоже разными ниточками. А почему бы нет? Придумайте. Интересно же, да? Вы большие дизайнеры, большие молодцы. Кто вязал данным узорчиком? Пишите, что вязали данным узорчиком. Я около него давно-давно ходила, думала, как правильно объяснить, связать цветочки такие красивые. Вот. Кто не вязал, подбрасывайте идейки, что можно связать. Да? Взрослое или детское ли.
Очень будет даже интересно в копилочку ваших узорчиков. Я надеюсь, вам сегодняшнее видео понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, кто этого еще не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, самый верхний. Вам будут приходить уведомления о новинках на канале. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Сохраняйте себе в плейлисты. Смотрите в любое удобное для вас время. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.